Хотите связать кепку, которая выглядит как из коллекции модного дома, но при этом вяжется легко и быстро? Сегодня в ажурном магазинчике вяжем трендовую модель с узором Grand Ананас. Модные дома часто обращаются к узору ананас для создания своих оригинальных аксессуаров и одежды. А вязаная кепка сейчас – это абсолютный тренд. Поэтому я адаптировала классические ананасы под современные запросы. Сделала узор крупнее и выразительнее, продумала все до мелочей, от удобной арки и застежки до быстроты исполнения. Результат меня покорил, и я с удовольствием делюсь им с вами. Урок сделан максимально подробным, чтобы мы прошли каждый шаг вместе. Даже если вы новичок, у вас точно получится идеальный результат. Для вязания подойдет жесткий хлопок, если не планируете дополнительно укреплять козырек. Моя пряжа 250 метров на 100 грамм и крючок номер 3. Во время вязания обязательно примеряйте изделие, это поможет вам определиться с плотностью вязания. Особенно это касается соединительных столбиков. Для декора или укрепления будем вязать их с разной плотностью. В процессе урока я подскажу, где на них обратить внимание. Это пригодится вам в любых изделиях. Если вы уже подписались на мой канал и поставили лайк, можем приступать к вязанию. А после урока очень жду ваших комментариев и отзывов. Фото готовых шедевров можно присылать в телеграм-канал ажурного магазинчика. Начинаем? Делаем начальную петлю. Вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаю воздушную цепочку в кольцо, соединительным столбиком. Завожу крючок внутрь колечка, закидываю хвостик за крючок, довязываю первый столбик без накида. Набираю в кольцо еще 11 столбиков без накида. Всего получится 12 столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый. Еще раз закидываем хвостик нити за крючок. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12. Под верхней полупетли первого столбика провязываем соединительный столбик с последним столбиком ряда. Маленькое колечко готово. Хвостик ниточки можно обрезать. Колечко считаем первым рядом нашей кепки. Для второго ряда вяжем цепочку из 3 воздушных петель. Она нам будет заменять первый столбик с одним накидом и одну воздушную петлю для арки. В следующий столбик кольца провязываем столбик с одним накидом и одну петлю для арки. Берем накид и в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. И так продолжаем вязать столбики с одним накидом по всему второму ряду. Заканчиваем так ряд до конца. Всего у нас должно получиться 12 столбиков и 12 арочек по одной воздушной петле. Вяжу последнюю воздушную петлю для последней арочки и делаю соединительный столбик в третью воздушную петлю начальной цепочки. 1, 2, 3. Соединительный столбик.
1 воздушная петля подъема и на первую арку провязываем столбик без накида. 3 воздушных петли, 1, 2, 3. В следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Снова 3 воздушных петли и столбик без накида. Так довязываем до конца 3-го ряда. Вместо последней арки вяжем столбик с одним накидом под верхние полупетельки первого столбика без накида. Взяли накид, вывели рабочую нить, провязали столбик с одним накидом, и у нас получилась арочка, примерно похожая на рядом стоящие. Соединение арки прячем в столбик без накида. И вот у меня арочка последняя, по размеру примерно такая же, как и все в этом ряду. Снова набираем 3 воздушных петли и вяжем точно такой же ряд из арок по 3 воздушных петли. Три воздушных петли, столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик без накида. Так довязываем до конца 4-го ряда. Последнюю арку в 4-м ряду вяжем точно так же, как в 3-м. Провязываем столбик с одним накидом под верхние полупетли первого столбика в ряду. Соединение прячем в столбик без накида. Переходим к вязанию 5-го ряда. 1 воздушная петля и в следующую арку провязываем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна воздушная петля. На следующую арку столбик без накида. 3 воздушных петли. В следующую арочку столбик без накида. 1 воздушная петля. И в следующую арку мы вяжем 8 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 воздушная петля. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушных петли. Столбик без накида. 1 воздушная петля. В следующую арку вяжем 8 столбиков с накидом, затем арка из 3 воздушных петель и еще один уголок из 8 столбиков с накидом. Так же, как и в предыдущих рядах, в 5-м ряду последнюю арку заменяем столбиком с одним накидом под первый столбик без накида в этом ряду. Также соединение прячем в столбик без накида. Мы провязали основание для 4 ананасов. На каждой
ракушки из 8 столбиков у нас с вами вырастет узор ананас. В 6-м ряду на каждый столбик с накидом в узоре ракушка мы провязываем также столбик с накидом между всеми столбиками по одной воздушной петле. Одна воздушная петля после первого столбика без накида и провязываем на первый столбик первой ракушки столбик с накидом. Одна воздушная петля на следующий столбик, столбик с накидом, одна воздушная петля, столбик с накидом, 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 воздушная петля, столбик без накида на арку из 3 воздушных петель. Одна воздушная петля и повторяем еще 3 раза такой же узор. Связали последнюю воздушную петлю и заканчиваем соединительным столбиком под верхние полупетли первого столбика без накида в этом ряду. Вот так мы закончили 6-й ряд. Чтобы начать вязать 7-й ряд, нужно пройти еще 2 соединительными столбиками к первому столбику с накидом в узоре ракушка. Вяжу соединительный столбик на арку из 1 воздушной петли и еще один соединительный столбик на первый столбик с накидом в узоре ракушка. Между 2 столбиков, первым и вторым, мне сейчас нужно связать столбик без накида. Делаю 1 петлю подъема и вяжу в эту арочку столбик без накида. Теперь по всему ряду вяжу на каждую арку из 1 воздушной петли арку из 3 воздушных петель и столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик без накида. Над каждым узором ананас у нас получилось по 6 арочек. Эту арку из 1 воздушной петли и эту арку после первого ананаса и перед вторым мы пропускаем. И сразу между первым и вторым столбиком с накидом провязываем арку и переходим на вязание арок над вторым ананасом. Так же, как и в первом, 6 арок из 3 воздушных петель. Пропустили арку из 1 воздушной петли после ананаса и перед узором ананас. Так довязываем до конца ряда. Вот так выглядит наш 7-й ряд. Заканчиваем, провязывая арку из столбика с накидом. Делаю 1 воздушную петлю, беру накид, завожу крючок под верхние полупетли первого столбика без накида. От него идет первая арочка. Провязываю столбик с накидом, сильно не вытягиваю и довязываю его затем до конца. Для вязания 8-го ряда набираю 3 воздушных петли, которые заменят мне первый столбик с накидом, и 2 воздушные петли для арки. В эту же арку вяжу еще 1 столбик с накидом, провязываю его сквозь петли столбика с накидом.
Вот такая галочка у меня получилась. 3 воздушных петли заменяют первый столбик с накидом, 2 воздушных петли для арки и еще один столбик с накидом. 2 воздушных петли и перехожу на вязание арочек в узоре ананас. Столбик без накида на первую арку, 3 воздушных петли, столбик без накида на вторую арку, 3 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида. В узоре ананас у нас с вами получилось 5 арок из 3 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. После узора ананас вяжем 2 воздушных петли и в следующую арку, в центральную воздушную петлю, вяжем 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушных петли. Вот она арочка между ананасами. Центральную петлю, прям сквозь петельку провожу крючок, протягиваю первый столбик с накидом, 2 воздушных петли и сюда же второй столбик с накидом и снова 2 воздушных петли, чтобы перейти к следующему ананасу. Столбик без накида на первую арку ананаса. Довязываем 8 ряд до конца. Вот так выглядит 8 ряд, полностью провязанный. По 5 арок из 3 воздушных петель над каждым ананасом и по 3 арки из 2 воздушных петель между узорами ананас. Заканчиваем ряд соединительным столбиком с 3 воздушной петлей начальной цепочки. 1, 2, 3. Завели крючок, провязали соединительный столбик. Еще один соединительный столбик вяжем по цепочке на арке из 2 воздушных петель. 3 воздушных петли подъема. В эту арку нам нужно провязать столбики с накидом по 2. Между парами столбиков арка из 2 воздушных петель. Первая цепочка заменяет первый столбик с накидом. Вяжем еще один столбик с накидом, 2 воздушных петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Четыре столбика с накидом. После первых 2 арка из 2 воздушных петель, 2 воздушных петли для следующей арки и переходим на узор ананас. Вяжем столбик без накида. По всему узору ананас вяжем арки. В 9 ряду у нас в узоре ананас всего 4 арки из 3 воздушных петель. 2 воздушных петли и на арку между ананасов вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арку нижнего ряда. 2 воздушных петли и переходим к вязанию арок на следующем ананасе. 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли, 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли. Арки из 3 воздушных петель, всего их 4. 1, 2, 3, 4. 2 воздушных петли и снова столбики с накидом, парочка, 2 воздушных петли, 2 столбика, 2 воздушных петли. Продолжаем до конца ряда. Заканчиваем 9 ряд также соединительным столбиком с 3 воздушной петлей начальной цепочки. И еще одним соединительным столбиком продвигаемся на следующий столбик с одним накидом в этом ряду.
3 воздушных петли подъема. И в этот же столбик нижнего ряда мы провязываем столбик с одним накидом. Не в арку из 2 воздушных петель, а на столбик с одним накидом. 2 воздушных петли. И сейчас провязываем 2 столбика с накидом в арку из 2 воздушных петель нижнего ряда. Первый столбик, второй столбик. 2 воздушных петли. И следующие 2 столбика провязываем на столбик с одним накидом нижнего ряда. Первый, второй. Вот у нас начинает расти узор из галочек, которые у нас состоят из столбиков с накидом и арочек по 2 воздушных петли. Теперь между этим узором и узором ананас у нас будут арки по 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И переходим вязать арочки в узоре ананас. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. В этом ряду у нас всего 3 арки в узоре ананас. 3 воздушных петли и провязываем на узоре галочка такие же столбики с накидом и такие же арочки. В узоре галочки арки остались по 2 воздушных петли. В узоре ананас и рядом с ним все арки по 3 воздушных петли. Продолжаем так до конца ряда. Провязали 10-й ряд, заканчиваем его точно так же, как и предыдущий ряд, соединительным столбиком с 3 воздушной петлей начальной цепочки. Соединительными столбиками переходим на арку первой галочки. Первый соединительный столбик, второй соединительный столбик. 3 воздушных петли подъема. На первую арку вяжем полную галочку. Столбик с накидом, 2 воздушных петли и еще 2 столбика в эту же арку. Две воздушных петли. На следующую арку из 2 воздушных петель вяжем такую же полную галочку. 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли, 2 столбика с накидом. После узора галочек у нас арка из 3 воздушных петель и арки в узоре ананас. 3 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида. В этом узоре у нас уже только 2 арочки. 3 воздушных петли. Переходим к узору с галочками. На каждую арку вяжем по полной галочке. 2 воздушных петли, 2 воздушных петли, 2 воздушных петли. 3 арки по 2 воздушных петли. 3 воздушных петли, 3 воздушных петли, 3 воздушных петли, 3 воздушных петли. 4 арки по 3 воздушных петли. Довязываем так до конца ряда. Сейчас мое изделие по форме уже становится похожим на шапочку и начинает приобретать округлую форму. Заканчиваю 11 ряд, как обычно, соединительным столбиком
с третьей воздушной петлей начальной цепочки и двумя соединительными столбиками. Первый, второй. Перехожу на арку из двух воздушных петель. Вяжу такую же галочку на первую арку. 3 воздушных петли заменяют нам первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушных петли и еще 2 столбика в эту же арку. Между галочек провязываем полную галочку из 4 столбиков, и до нее всего 1 воздушная петля. Первый столбик, второй столбик, 2 воздушных петли, третий столбик, четвертый столбик, 1 воздушная петля, вяжу третью галочку. Первый, второй, 2 воздушных петли, третий, четвертый, галочка, 1 воздушная петля, галочка, 1 воздушная петля, галочка, 3 воздушных петли. На узоре ананас вяжем последнюю арку из 3 воздушных петель. Три воздушных петли, переходим вязать узор из 3 галочек. Довязываем так до конца 12 ряда. Закончила 12 ряд точно так же, как предыдущий. Соединительными столбиками перешла на арку из 2 воздушных петель. В 13 ряду на каждой галочке 12 ряда провязана точно такая же галочка, только арки из 2 воздушных петель. Раз, два. Раз, два. Дальше вяжем 3 воздушных петли. И в центр ананаса нам осталось провязать только столбик без накида. 3 воздушных петли. И переходим на узор галочек. На каждую галочку вяжем по одной. Между ними по 2 воздушных петли. 3 воздушных петли. 3 воздушных петли. Дальше снова все арки по 2 воздушных петли. Довязываем 13 ряд до конца. Закончила 13 ряд точно так же, как предыдущий. Поднялась на 14 ряд такой же галочкой. В 14 ряду после галочки вяжу 3 воздушных петли и на среднюю галочку провязываем 8 столбиков с одним накидом, как мы вязали для узора ананас. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. 3 воздушных петли и полная галочка. Ананас мы закончили вязать. Перехожу на следующую галочку, не делая никаких арок из воздушных петель. Галочка, 3 воздушных петли, 8 столбиков с накидом, 3 воздушных петли, снова галочка,
2 галочки, провязанные рядом, под ними закончился узор ананас. Довязываем так до конца ряда. Я довязала 14 ряд до конца. Если вы вяжете шапочку и вам не нужна арка сзади, как на кепке, вы можете закончить этот ряд соединительным столбиком и дальше продолжать вязание в начале и в конце ряда, так же, как в основном узоре. Если вы вяжете кепку с аркой над застежкой, над хлястиками, то заканчиваем 14 ряд следующим образом. После последней галочки провязываем арочку из 3 воздушных петель и столбик без накида на арку из 3 воздушных петель над ананасом. Еще одна арка из 3 воздушных петель над центром ананаса и столбик без накида на следующую арку из 3 воздушных петель. И заканчиваем тоже аркой из 3 воздушных петель. И теперь только делаем соединительный столбик с 3 воздушной петлей начальной цепочки. Вот так у нас начинает формироваться арка сзади нашей кепки. А переходим мы на вязание следующего ряда, точно так же, как переходили, с соединительными столбиками в первую арку из 2 воздушных петель. И снова вяжем галочку. 3 воздушных петли, заменяющие нам первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушных петли и еще 2 столбика с одним накидом. В середине ряда у нас этих галочек не будет, а сзади кепки мы их продолжаем провязывать и формировать арку над застежкой. В 15 ряду после первой галочки ряда вяжем 3 воздушных петли и над каждым столбиком с накидом в узоре ракушка вяжем столбик с накидом и между всеми столбиками по одной воздушной петельке. Первая галочка, 3 воздушных петли, 8 столбиков с одним накидом, после каждого столбика по одной воздушной петле. 3 воздушных петли, после узора ракушка, на первую галочку после узора провязываем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, на следующую галочку провязываем также 3 столбика с одним накидом. Три воздушных петли, узор галочка, 3 воздушных петли, 8 столбиков с одним накидом, между всеми столбиками по одной воздушной петле, 3 воздушных петли, вяжем 2 раза по 3 столбика с накидом, между ними 1 воздушная петля, 3 воздушных петли и повторяем снова узор ракушка из 8 столбиков с одним накидом. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда снова вывязываем арочку для застежки. В конце 15 ряда связали полную галочку и вяжем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. На арку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида.
1 воздушная петля, столбик без накида в центральную арочку. 1 воздушная петля, столбик без накида на арку из 3 воздушных петель. 4 воздушных петли и соединительный столбик в 3 воздушную петлю начальной цепочки в этом ряду. 2 соединительными столбиками продвигаемся в центр узора галочки. Вяжем снова полную галочку, 3 воздушных петли, столбик с 1 накидом, 2 воздушных петли и еще 2 столбика с 1 накидом. Снова начинаем ряд с полной галочки. 3 воздушных петли. И теперь над столбиками с 1 накидом вяжем арки по 3 воздушных петли. Первый столбик без накида между первым и вторым столбиком нижнего ряда. 3 воздушных петли, 6 арочек по 3 воздушных петли. Снова вяжем 3 воздушных петли. После 3 столбиков с накидом на арку из 1 воздушной петли нам нужно провязать 6 столбиков с 2 накидами. Берем 2 накида на крючок, провязываем первый накид, второй накид, довязываем столбик. Снова берем 2 накида на крючок, вяжем второй столбик с 2 накидами. Третий столбик, четвертый, пятый, шестой. 6 столбиков с 2 накидами. 3 воздушных петли, столбик без накида на следующий узор нижнего ряда. Дальше снова вяжем арки по 3 воздушных петли, как вязали в узоре ананас. В этом месте между тройками столбиков с накидом связать узор можно немножко по-другому. Вязать не 6 столбиков с 2 накидами, а 3 столбика с 2 накидами, но на каждом столбике 1 столбик провязываем с 1 накидом. Вот таким образом. 1 столбик с 2 накидами и столбик с 1 накидом на нижний накид двойного столбика. Вот так завожу крючок под нижний накид и провязываю на нем столбик с 1 накидом. Сначала столбик с 2 накидами, на нижний накид столбик с 1 накидом. 3 столбика с 2 накидами с дополнительным столбиком по 1 накиду. И вот так выглядит просто 6 столбиков с 2 накидами. Как вам больше нравится, так и провязывайте. 6 с 2 накидами или 3 с 2 накидами, но на каждом есть дополнительный столбик с 1 накидом. Первый вариант. Второй вариант. У меня первая кепка провязана именно с такими столбиками. Довязываем ряд до конца. В конце ряда полная галочка. Покажу еще раз узор из этих столбиков. Взяли 2 накида на крючок и провязываем сначала столбик с 2 накидами. Теперь берем 1 накид на крючок, заводим его за нижние петли, которые идут по диагонали столбика. Вот он, нижний накид столбика. Вывели из него
рабочую нить, довязали столбик с одним накидом. Теперь снова столбик с двумя накидами. Провязали полностью столбик, взяли один накид, завели крючок в нижние петли этого столбика и дополнили его столбиком с одним накидом. Снова 2 накида. Провязываем первый накид, второй накид, 2 петли с крючка. Теперь берем один накид, заводим его за нижние петельки и провязываем столбик с одним накидом. Такие столбики вязать тоже несложно. В конце этого ряда, так же как в конце предыдущего, вяжем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида на цепочку нижнего ряда, 1 воздушная петля. Столбик без накида на арочку из 1 воздушной петли, 1 воздушная петля. Столбик без накида на следующую арку из 1 воздушной петли, 1 воздушная петля. И столбик без накида на длинную цепочку из 4 воздушных петель. И заканчиваем также 4 воздушными петлями. 1, 2, 3, 4. И соединительным столбиком с началом этого ряда. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Последний ряд узорной части нашей кепки будет выглядеть так. 3 воздушных петли подъема заменяют нам первый столбик с одним накидом. И еще 4 столбика, 1, 2, 3, 4, с одним накидом мы провязываем в центр последней галочки. Теперь на каждую арку из 3 воздушных петель мы вяжем по 2 столбика без накида. Первый, второй. Переходим на следующую арку. Первый столбик, второй. Первый, второй. И так вяжем на каждую арочку по 2 столбика без накида. Первый, второй, первый, второй. Переходим на вязание столбиков с одним накидом над высокими столбиками. Первый столбик пропускаем, на второй вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый пропустили, на второй 2 столбика, первый, второй. На следующий 2 столбика с накидом. Еще раз 2 столбика с накидом. И 4-й раз 2 столбика с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков с накидом или 4 пары. Теперь снова по 2 столбика без накида на каждую арку. Раз, 2. Раз, 2. Так довязываем ряд до конца. В конце ряда вяжем 5 столбиков с одним накидом. В конце ряда, после 5 столбиков с одним накидом, можно связать цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И такие же арочки по одной воздушной петле. На каждую арку из одной воздушной петли столбик без накида, после него 1 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида сейчас у нас получилось. 5 воздушных петель, 4, 5. Заканчиваем соединительным столбиком с 3-й воздушной петлей
начале ряда. Узорную часть кепки мы с вами сейчас закончили. Вот так у нас выглядит арка, которая будет над застежкой или над завязками. И вот так у нас сейчас выглядит шапочка. Такой узор вполне может подойти и для шапочки, и для панамы с полями. Итак, высота шапочки у меня сейчас 16 сантиметров. Ну, она тянется. По низу примерно 23 сантиметра. Хлястики для застежки можно связать одинаковой длины и заправлять их потом вот в такую пряжку. В середине моя пряжка 2 сантиметра. И также заправляется второй хлястик. Или можно связать одну сторону без хлястика, а другую с небольшим хлястиком, чтобы застегивать кепку на пуговку. С этой стороны хлястик вязать не будем. В конце свяжем здесь петельку для застежки на пуговицу. Мы закончили вязание узорной части кепки, шапочки. Теперь вяжем одну воздушную петлю подъема и столбик без накида в эту же петлю в начале предыдущего ряда. Теперь проходим полностью по всей шапочке столбиками без накида. В каждый столбик нижнего ряда вяжем столбик без накида 18 ряда. Весь ряд состоит у нас из столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Провязали последний столбик без накида в конце ряда. И теперь нам нужно набрать цепочку из 15 воздушных петель для хлястика, который мы будем застегивать на пуговицу. Вяжем 15 воздушных петель. Думаю, 15 воздушных петель достаточно. Нам нужно провязать в обратную сторону ряд столбиков. Разворачиваем цепочку к себе обратной стороной и начинаем вязать столбики без накида на третью воздушную петлю от крючка. 1, 2, 3. И за верхнюю ниточку можем вязать. За верхнюю полупетлю. Связали столбики без накида по всей длине цепочки. И теперь переходим на вязание столбиков без накида на шапочке. Вяжем так до конца ряда. Провязали последний столбик без накида в этом ряду. Делаем одну воздушную петлю подъема. Поворачиваем нашу шапочку, кепочку. Петлю подъема пропускаем и во вторую петельку от крючка вяжем столбик без накида. Итак, возвращаемся столбиками без накида по всему ряду. Столбики без накида провязываем и по всей длине хлястика, а потом разворачиваемся и еще один ряд вяжем столбиками без накида. Довязала ряд соединительных столбиков до конца хлястика. И вот у меня здесь в конце есть воздушная петля подъема. На нее я тоже провяжу один столбик без накида. Так край
хлястика будет выглядеть ровнее. Делаем одну петельку подъема, переворачиваем и во вторую петлю от крючка снова вяжем столбик без накида и возвращаемся снова до конца ряда. Довязали ряд столбиков без накида до конца. Теперь свяжем петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Последний ряд столбиков без накида, который мы связали, предыдущий, еще один, и в четвертый ряд в крайнюю петлю делаем соединительный столбик. Еще одним соединительным столбиком укрепимся со следующей петелькой. Теперь наша петелька надежно укреплена. Поворачиваем шапочку и проходим соединительными столбиками в каждую воздушную петлю на нашей новосвязанной петельке. Раз, два, три, 4. У меня над крючком наверху 2 полупетли от воздушной цепочки и 1 под крючком. Можете попробовать сделать наоборот, как вам больше понравится. Вот такая крепкая петелька у нас с вами получилась. Теперь продолжаем вязать соединительные столбики по краю нашей шапочки. Так же, как мы провязывали на петельке, заводим крючок по 2 верхние полупетли, провязываем соединительный столбик. Вот так у нас петелька перешла в завершающий, укрепляющий ряд шапочки. Ряд соединительных столбиков мы свяжем только по половине нашей шапочки до козырька. И закончим вязание соединительных столбиков по краю шапочки уже после того, как козырек будет готов. Чтобы определить, до какого места нам нужно связать соединительные столбики, чтобы переходить на вязание кепки, я покажу вам это при помощи маркеров. Вам, возможно, эти маркеры и не понадобятся. Находим центральный узор. От него проходим одну ракушку и переходим к такому же узору сбоку. У нас здесь провязано 8 столбиков с одним накидом. Над первыми 4 у нас будут провязаны соединительные столбики. Над следующими 4 столбиками у нас уже пойдет ряд для формирования козырька. Вот я провожу вот так вот над столбиком во второй половине. 1, 2, 3, 4, 5. Над 5 столбиком одеваю маркер. Здесь уже пойдет ряд для козырька. До маркера над 4 столбиком мы провяжем последний соединительный столбик. Точно так же от центрального узора проходим одну ракушку, находим 8 столбиков с одним накидом. Первые 4 у нас идут на козырек. Столбики над следующими 4 будут потом соединительными столбиками провязаны. Одеваю сюда маркер. Петельки, на которых у меня одеты маркеры, здесь будет провязан ряд для козырька.
до маркера довязываю соединительные столбики. Вот я провязала последний соединительный столбик. Дальше у меня уже идет петелька с маркером. Сюда начинаю провязывать столбики без накида. Провязываю их следующим образом. Завожу крючок с одной стороны столбика, вывожу его с другой стороны. Провязываю столбик без накида. Точно так же провязываю все столбики в этом ряду. Только на некоторых столбиках буду делать прибавку. Провязала 3 столбика. На 4-м столбике вяжу 2. Провязала 1 и сюда же провязываю 2. Снова вяжу 4 столбика. На 4-м вяжу 2. Первый, второй, третий, 4 и 4 еще раз повторяем. Первый, второй, третий, 4 и еще раз 4 повторяем. Так у нас будет формироваться ряд, который будет смотреть наверх, и мы сразу же делаем прибавки. Дошли до центрального узора шапочки, и двойной столбик у меня связан над 3-м столбиком с накидом этого узора. Чтобы сделать козырек симметричным, сделаю двойной столбик на 3-м. Только в этом месте, в центре козырька. Первый, второй, третий. Вот я снова над 3-м столбиком с другого края. Здесь повторю 2 раза 3, а дальше буду снова вязать, как в начале ряда. Первый, второй, третий, 4 2 раза. Раз, 2. Так довязываем вторую половину ряда. Провязали последнюю прибавку. После нее должно быть провязано, так же как в начале этого ряда, 3 одиночных столбика без накида. Делаем 1 петлю подъема, переворачиваем нашу кепку. Петлю подъема, первый столбик без накида пропускаем и в 3-ю петлю от крючка провязываем первый столбик следующего ряда. И провязываем столбики без накида, без каких-либо прибавок в ряду до конца этого ряда. Последние 2 столбика не довязываем. Заканчиваем вязание 2-го ряда нашего козырька, оставляя 2 петли. Вот эта петля – это переход соединительного столбика на столбик без накида. Она как петля подъема выглядит. Заводим за нее крючок, оставили 2 петельки, заводим за эту петлю подъема крючок и провязываем столбик без накида. 1 петля подъема. Переворачиваем. Петлю подъема и верхнюю петлю первого столбика пропускаем и в 3-ю петлю от крючка вяжем первый столбик без накида. Мы на лицевой стороне и сейчас будем вязать 3-й ряд козырька. В
третьем ряду мы сделаем 4 прибавки. Первая прибавка будет на 11 столбике. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 провязываем дважды. 11, 11. Следующая прибавка также на 11 столбике. 10 столбиков провязываем по одному. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 провязываем дважды. Раз, два. Это центр нашей кепки. И прибавку мы сделали над третьим столбиком этого узора. Сейчас нам нужно сделать точно такую же прибавку над третьим столбиком с этого края. Она будет, наверное, на 4 столбике. 3 столбика провязываем по одному. На 4 провязываем 2 столбика без накида. Посмотрели визуально, чтобы это было примерно одинаково. Дальше продолжаем также. Следующая прибавка на 11 столбике. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и еще раз 11. Вот так получается симметрично. Теперь довязываем столбики без накида до конца ряда. Их можно уже не считать. В конце ряда снова оставляем 2 верхних полупетли, заводим крючок в петлю подъема. Первая полупетля, вторая полупетля. Сбоку заводим крючок, провязываем столбик без накида. 1 петля подъема, повернулись. Первые 2 петли пропускаем, в третью воздушную петельку с крючка заводим крючок, провязываем первый столбик без накида. Первая, вторая, третья. На изнаночной стороне вяжем ряд без прибавок. Довязываем ряд до конца. Заканчиваем 4-й ряд козырька так же, как и предыдущие. Оставляем 2 верхние полупетли свободными, заводим крючок сбоку первого столбика, первая полупетля, вторая полупетля. Провязываем столбик без накида в крайние петли ряда. 1 петля подъема, 2 петельки пропустили, в третью петлю от крючка первый столбик без накида. В следующем ряду можно сделать еще 4 прибавки. Прибавки можно не считать и провязать их над прибавками предыдущего ряда. Вот у нас двойной столбик. Провяжу прибавку на столбике ближе к этому краю, в этой половинке козырька. И вот у меня двойной столбик с правой части козырька. Тоже провяжу прибавку. Первый столбик, второй столбик я провяжу над первым столбиком ближе к этому краю. А на этих прибавках во второй половинке козырька буду провязывать наоборот над вторым столбиком прибавки. Первый столбик, второй столбик, и я провяжу вот в эту петлю прибавку. И еще у нас вот здесь вот прибавка есть. Первый столбик, второй провяжу над вторым столбиком, чтобы у нас прибавочки расходились равномерными клинышками.
Можно сделать симметричные прибавки 4 раза в абсолютно любом месте, в каком решите. Не обязательно здесь следовать за мной. Я на самом деле козырьки вяжу всегда по-разному. Итак, я дошла до первой прибавки. Вот первые 2 столбика через ряд. Первый столбик, второй столбик. Над первым провязываю двойную. Раз, два. Во второй половине кепки буду провязывать наоборот, над вторым столбиком прибавки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятая двойная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. 12-я двойная. Раз, два, три, четыре, пять. 6-я двойная. 12-я двойная. Довязываем ряд столбиками по одному. Заканчиваем так же, как и предыдущий. Поднимаемся на следующий ряд и вяжем этот ряд в обратную сторону без прибавок. Раз, два, оставила, зашла в бочок, провязала столбик без накида. Петелька подъема, раз, два, в третью вяжу первый столбик. Довязываем ряд до конца. Я довязала 6-й ряд и уже провязала часть 7-го ряда. В 7-м ряду делаю только 2 прибавки под центром. С правой стороны от центра козырька и с левой стороны от центра козырька. Точно так же, как мы делали в предыдущий раз. На первом столбике справа и на втором столбике над прибавкой слева. Провязала 20 столбиков в 7-м ряду. На 20-м вяжу еще один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. На 8-м будет снова прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 2 восьмых. 8, 8. Больше в 7-м ряду прибавок нет. Довязываю ряд так же, как предыдущий, и поднимаюсь на 8-й. 8-й ряд вяжем с изнаночной стороны без прибавок. В 9-м ряду можно сделать такие же прибавки, как в 7-м. И думаю, что больше прибавок нам не понадобится. Но вы в любом случае примеряйте свою кепку к себе, смотрите, как выглядит ваш козырек. Количество прибавок, конечно, всегда можно изменить на свое усмотрение. Заканчиваем 7-й ряд, возвращаемся по 8-му. В 9-м ряду провязываю прибавку на 18-м столбике. 18-й и еще один. 18-й. Следующая прибавка будет на 9-м столбике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9 и еще один. 9. Довязываем 9-й ряд, как и все. Возвращаемся по 10-му. 11 и 12 ряд провязываем без прибавок. В 12 ряду у меня получилось провязано 40 столбиков без накида. И 41-м я заканчиваю вязание этого ряда. Теперь, чтобы перейти на вязание окантовки нашего козырька столбиками без накида, нам нужно перейти в начало козырька с правой части. Для этого мы берем петельку, открываем побольше, заводим в нее наш клубочек и затягиваем петлю.
Протягиваем нить вдоль козырька, находим последний соединительный столбик перед козырьком и выводим рабочую нить. Расправляем ниточку так, чтобы она не тянула наш козырек. Провязываю столбики без накида по всему краю козырька, так, чтобы у каждого столбика было свое местечко. 2 столбика в одну петлю не вяжу. Я потом буду здесь проходить соединительными столбиками, и у соединительных столбиков тоже у каждого должно быть свое местечко. Вот так вот нахожу каждому столбику свое место. Последний столбик провязываю перед узелочком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков у меня получилось с правого края козырька. Находим верхние полупетли последнего ряда козырька. На первую провязываем 2 столбика без накида. На следующие петли этого ряда провязываем по одному. В конце ряда тоже провяжем на последний столбик 2 столбика без накида. Дошла до последней петельки ряда, провязываю на нее 2 столбика без накида. Осталось провязать 13 столбиков без накида, как на правом краю козырька. Вот так сейчас выглядит мой козырек. Провязали последний столбик без накида на козырьке и заходим под первый соединительный столбик тоже соединительным столбиком. Теперь наша задача с соединительным столбиком перейти под ряд столбиков без накида и пройти соединительными столбиками вдоль всего козырька, прокладывая декоративный ряд, и вернуться потом обратно под верхние полупетли крайних столбиков без накида. Шагнули, прошли в одну сторону, перешли соединительным под верхние полупетли и пришли обратно. Вяжем ряд соединительных столбиков вправо и возвращаемся обратно на левый край козырька. Этот ряд может покажется вам не очень удобным, но это небольшое количество столбиков, и провязать его не составит большого труда. Вот так выглядит этот ряд. Доходим до края, перешагиваем и возвращаемся по верхним полупетлям обратно. В обратную сторону этот ряд будет вязать намного проще. Довязала до первого столбика без накида в начале обвязки козырька. Здесь развернуться на крайний ряд можно любым способом, который вам подходит. Я пройду 2 соединительными столбиками, развернусь, первый соединительный столбик на часть кепки, второй в сторону, и следующим уже захожу под верхние полупетли столбиков на козырьке. А дальше несложно.
Довязываем весь козырек. Продолжаем ряд соединительных столбиков и переходим на кепку. Довязываем весь ряд, обходим хлястик по кругу и потом перейдем на оформление арки. Мы прошли по козырьку, по левому краю кепочки, обвязали соединительными столбиками хлястик. Одним соединительным столбиком заходим с хлястика на кепочку и обвязываем эту арочку столбиками без накида. Один столбик без накида на столбик с одним накидом в узоре вот здесь вот ракушечка. Раз. 6 столбиков на длинную арку. 3, 4, 5, 6. Не делая никаких арок из воздушных петель, в каждую арку из одной воздушной петли нижнего ряда провязываем по столбику. На длинную арку 6 столбиков. На первый столбик в узоре ракушка столбик без накида. Соединительным столбиком захожу на петельку. Следующим соединительным столбиком захожу на столбик в серединке ряда. И по этому ряду прохожу соединительными столбиками. Два ряда с одного краю и 2 ряда столбиков без накида с другого краю. И этот ряд соединительных столбиков получится ровно посерединке. До того, как вы начнете вязать соединительные столбики по среднему ряду, примерьте свою кепочку к своей голове. Определите, нужно ли вам этим рядом уменьшить объем кепки или этого делать не нужно. Если ваша кепка вам хорошо подходит по размеру, ряд соединительных столбиков провязывать максимально расслабленно. Можно даже заменить крючок на крючок большего размера. Например, вся кепка у меня связана крючком номер 3. Этот ряд я провязала крючком 3,5. И даже провязывая крючком 3,5, я вязала его максимально слабо. У меня этот ряд декоративный и не должен стягивать кепку по объему головы. Петли столбиков получаются свободными и просто украшают нашу кепку, не стягивают ее. Эту петельку немножко подтягиваю на самом краю хлястика и возвращаюсь до арки. Довязали до арки. Примеряем изделие к себе, определяем, не нужно ли этот ряд провязать слабее или потуже. И с этого момента берем крючок, которым связана вся кепочка, и продолжаем вязать соединительные столбики на арке. Вот мой ряд столбиков.
прошелся до края хлястика и вернулся. Поднимаюсь соединительными столбиками до арки нашей кепочки. Захожу прямо в серединку соединительного столбика на следующем ряду. На край хлястика. И все, захожу под верхние полупетельки крайних столбиков. Соединительные столбики на арочке лучше провязать максимально плотно. Если у вас нет задумки прогуляться соединительными столбиками еще по кепочке, то здесь ниточку можно обрезать. При помощи крючка или иголки заводим нить под соединительный столбик. Рядом возвращаем в центр последнего провязанного столбика. И теперь делаем на внутренних петельках узелок. Прячем хвостик нити в столбиках без накида. У меня нашлась подходящая пуговица. И теперь моя кепка готова. А с вас лайк и комментарий. Ольга Рич, ажурный магазинчик.